Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомиться с самыми интересными новостями. В России есть такой пропагандист по фамилии Багдасаров. Его статья как раз касающая ситуации с этим пропагандистом. Грозящий Азербайджану и Армении расправой, Багдасаров оказался под запретом на исторической родине. Так, вот его историческая родина Армения, как я понял. Ему сейчас туда запрещен въезд. Вот на фотографии сам Багдасаров. Вслед за депутатом Государственной Думы России Константином Затулиным и главным редактором российского телеканала РТ Маргаритой Симонян власти Армении запретили въезд в страну и одному из главных армянских провокаторов, пустивших корни в российские СМИ, тюркофобу, пропагандисту, подстрекателю Семену Багдасарову. Так, об этом в прямом эфире выясняли, так сказать, эту ситуацию «Вечер с Владимиром Соловьевым». В своем выступлении Багдасаров, являющий ярым противником нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией, посчитал, что имеет право совать свой длинный армянский нос на внутренние дела других государств. И начал разглагольствовать о недопустимости расширения армяно-азербайджанского конфликта на основе Вашингтонского документа, призывая Россию оказать прямое давление по данному вопросу. Вот он, видите, агрессивный, видно, как бы сказать, настроен против всего Азербайджана, против Турции и тоже лезет всюду в политику. Он заявил, что у Ирана и России есть одна общая цель – не допустить на Южном Кавказе усиления США и других стран НАТО, в том числе и Турции. Если это произойдет, это будет катастрофа и для них, и для нас. Поэтому эти координации должны быть четкие и ясные. Мы должны руководству двух стран сказать, если вы подпишете Вашингтонскую декларацию, мы вам такое организуем, что мало не покажется. Распалялся Багдасаров, ударяя кулаком по трибуне, типа угрожал, что, мол, да, если вы будете за Америку, мы вас уничтожим. В какой-то момент ведущий передачи Владимир Соловьев прервал длинную пафосную триаду пропагандиста, вспомнив, что недавно печально известным Симонян Затулину был запрещен въезд в горячо любимое ими Армению. Он спросил Багдасарова, не попал ли последний также под этот запрет. В ответ, заметно стушевавшись, так называемый политолог сначала пытался отшутиться, а затем, изображая кавказский акцент, типа отшучивался по-кавказски. Однако затем Багдасаров вынужден был неопределенно ответить, что есть некий список, который он почему-то возглавляет. Он главный в этом списке. Идет потом Симонян, потом Затулин. Хотя не является ни депутатом, ни журналистом. Мы Евразесия, типа СНГ, ДКБ вообще в чем-то не придумаешь есть. Так, мы можем по российскому паспорту летать в эти страны. Это беспредел, слушай, мы просто не реагируем на дипломатические представительства и так далее, сказал обиженно пропагандист. Таким образом, в то время как многолетние армянские пропагандисты и припевалы в России продолжают активно топить за Армению из всех утюгов, в самой стране союзницы уверенно разворачиваются в сторону Запада и уже рады не видеть их там. В общем, Багдасарова все. Выходит тоже персона нон-грата, вот он там выступал, ярая речь такая, орал там что-то, какой-то неадекватный, неравновешенный. Я видел, Соловьев тоже такой, и этот с поехавшей психикой, смотрю, тоже агрессивный такой, против Азербайджана, против Турции, против американцев. Так что вон, язык свой распускал и тоже попал, как сказать, под санкции. Пашинян, да, все, конкретно я информацию читал, что уже все, он тоже попал в эти списки. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.